Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня у нас будет мега крутой и насыщенный ролик. Я хочу прокачать Ронина на 16 уровень. Я хочу забрать все вот эти награды. Ну и в конце видоса мы должны будем сделать 5 побед и получить абсолютного чемпиона. Вот такой у нас примерно план действий, и я надеюсь, что полчаса вложимся. У меня почти 7000 алмазика, возможно, все это дело придется потратить, но донатить я не хочу, потому что с деньгами сейчас большие проблемы, и я перехожу в режим жесткой экономии. Раньше я покупал каждый месяц сезонные пропуски в Clash Royale, Brawl Stars, все, теперь будем играть чисто без доната. Вот так вот выглядит наша колода. Мне нужен срочно 16 Ронин, мы за ценой не постоим, как говорится, у меня пока что Ронин 13 уровня, и идем, конечно же, в магазинчик, сейчас будем все это дело покупать. Можно было, конечно, мини-пропуск купить и сразу 10 легендарных Джокеров получить, но нет, никаких покупок, все, играем чисто без донатика. Нам нужно 31 вот этот элемент, поэтому покупаем сразу за 1000 алмазиков 25 штук. Я не знаю, возможно, даже сейчас все это обрежу, чтобы вам не было скучно смотреть. И совсем скоро вернемся и получим чисто награды. Так, ребята, я уже, наверное, 2 минуты клацаю на эти элементы. Они все не кончаются и не кончаются. Так, все, наконец-то 25 штук забрали. Давайте еще 5 заберем. Конечно, хотелось бы все получить, не тратя алмазы, эти награды. Но уже прошло 2 недели со старта сезона, а я только половину прошел. Этих элементов половину только нашел. Еще ждать 2 недели у меня нету терпения, тем более, что не знаю, когда у нас следующий видос выйдет, поэтому хочу все сделать в этом ролике. Да, тратим эти алмазики, но нафига они нужны? Что, их хранить бесконечно, что ли? Да нет, все, докупаем последний элементик. Все, походу 31 элемент у нас есть, и сейчас будем забирать все эти алмазики. Так, уже у нас не 7000, у нас 5300 уже. Потратили почти 1500, и все. 31 элемент мы докупили и забираем все эти награды. Поехали, я обожаю вот эту фишку. Так, первая часть у нас, рождается у нас Кадзе, или кто это такой, или Нори. Короче говоря, кто-то там у нас родился, Ронин. Так, первая часть. Теперь все празднуют его рождение, забираем за это 200 Джокеров бесполезных. Все отмечают, рыбку едят с картошечкой в мундирах. Короче говоря, суши едят, все, молодцы. Так, забираем. И потом что-то там с батей они играются. Батя обучает маленького Ронина, как воевать. Молодец, батя его обучил. Что там у нас дальше по истории, по этой манге? Так, а тут что-то бате стало очень плохо. На батю напала пека, напали какие-то монахи на него, и батя лежит такой пораненный. Погиб, что ли, батя? Ой-ой-ой. Как история трагически у нас разворачивается. Так, что будет дальше? Давайте смотреть. Ну, а дальше маленький Ронин пошел к обрыву, возле огня стоит, плачет. Батю, короче, пека замочила. Ну, обидно. Так, хорошо. Что у нас тут дальше? Я уже заинтриговался этой историей. Ну и, короче говоря, маленького Ронина берет под свое руководство какой-то монах Шаолинь и обучает его, чтобы он отомстил за отца. Классно. Дальше у нас по истории, смотрите, ну все, уже малыш забыл про отца, он весь там уже в тренировках, на отца ему уже плевать, он уже хочет стать тоже очень мощным, хочет воевать. Так, забираем на 5 звезд сундучок, 6 осколков. Блин, если бы у меня не был фулловый аккаунт, я бы радовался этому дракончику. Но так, у меня все эволюции уже есть, ладно, все бесполезно. Но чем закончится история, блин, я шел во вкус. 8-я часть истории. Ну, короче говоря, уже вырос наш Ронин, уже здоровый такой, уже с мечом, уже агрессивный. Уже там, смотрите, хочет за батю отомстить, сейчас на пеку пойдет, будет пеку мочить, короче говоря, все, уже озлобленный такой, он уже крестики на бумажечке, все, надо устранить пеку. Друзья, если вам нужен пас Рояль, новая легендарная карта Ронин или Герой Вышибала, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам.
ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр. По тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Ну и вот финал у нас, ребята. Финал этой трагической истории. Приходит он к королю, король ему бабки платит. Не убивай Пеку, там еще и рекруты. Ну не знаю. Короче, додумайте сами, что он к королю пришел. Король ему бабки сует. То ли взятку, то ли что он там ее сует. Все, короче, мы все забрали. Все забрали и забираем 10 ронинов, ребята. Забираем скин на вышку. Сейчас мы этот скин поставим. Ну вот такая у нас история. Я не знаю, поняли, не поняли ее суть, напишите в комментариях, как вам эта манга. Но мы давайте сейчас скин на башню поставим. Так, вот, по-моему, этот скин у нас новый. Все, красота, ребята. Ну и давайте Ронина наконец-то прокачаем. Блин, я сейчас готов все алмазы потратить, потому что надоело мне позориться с 13-м Ронином. Да, там, конечно, можно всякие зельки использовать, вот такие вот. Короче, ну зельки можно использовать. Ну не хочу, я хочу 16-го Ронина, все. Так, у нас уже какой? Походу 14-й Ронин. Забираем тут награду. Блин, ну катастрофически не хватает. Докидываем 400 алмазиков. Докидываем, все. У нас 15-й Ронин, ребята. А что делать? Еще 20 Ронинов надо. Еще надо 20 Ронинов. 4200 алмазов. Это грабеж. Это грабеж. Блин, у меня 4900 алмазов. Что, тратим? Да, блин, гулять так гулять, я не знаю. Конечно, тратим, все, нафиг эти алмазы. Все, я не хочу мучиться. Все, 16-й Ронин. Братан, братуля, братунецкий, наконец-то. Наконец-то наш 16-й Ронин. Ну и вообще я хочу сказать, что теперь на моем аккаунте, давайте посмотрим, почти все фуловое. Сколько мне осталось тут карт прокачать? Осталось буквально прокачать 12 карт. Итак, сегодня мы поиграем реинкарнацией легендарной колоды с големом, только вместо боевой машины, неактуальной, я взял Ронина, и дека как бы стала в разы лучше. Итак, полетели в первую каточку, для нас в идеале прокрутиться до эволюции ведьмы, эволюции дракончика и только потом ставить голема. Короче говоря, дека мне очень сильно понравилась, и когда я сделал эту замену, взял Ронина вместо боевой машины, просто эффективность каточек возросла в разы. У меня был винстрик 11 побед подряд, я просто всех разносил как бы. Но после у меня случилось такое обиднейшее поражение, что у соперника осталось на главном здании 50 хп, я его не добил. И короче говоря, после этого обидного поражения... У меня просто бешеная толпа шла его на главное здание, он все откинул, эволюция снежка, и выиграл у меня, короче. Блин, так было обидно. И после этого поражения у меня такой тильт случился, я не знаю, пошли поражения, и я уже не уверен, что получится абсолютного чемпиона взять. Я не уверен, блин. Сам себе противоречу, сказал вам, что желательно вначале прокрутиться до эволюции, потом ставить голема, но в принципе иногда можно делать исключение, потому что смотрите, какой сейчас прошел разнос, и мы снесли ему больше полвышки. Это скорее всего, не знаю, что-то кладбище кажется, что у него. Так, возможно тут даже... Давайте вот такого Ронина поставим. Ронин его напряжет немножко соперника. Ему нужно будет обязательно что-то кидать, чтобы его законтрить. Чем мне понравился Ронин, это своей бешеной скоростью. Он настолько скоростной, он практически как мини-пека по скорости. Это, конечно, очень классно в связке с големом. Он бежит сзади голема на такой скорости. И, блин, и очень классно всех... юнитов соперника разматывает. Итак, давайте ставить голема, ребята, поехали. Кстати, вы видите, у нас новые скины на вышку мы получили. Но, честно говоря, вот эти скины мне что-то не зашли. Не знаю, почему они мне не зашли. Хотя зеленый цвет у меня самый любимый. Вот я всегда просто обожал зеленый цвет, особенно в детстве. Не знаю, возможно, потому что футбол люблю. Он у меня с каким-то футбольным полем ассоциировался. Так, давайте тут прокинем Ронина. Тут, может быть, давайте лозу скинем. Ну, блин, у соперника оказалась молния. Это, конечно, крайне неприятно. У него еще и клетка на эволюции. Нам еще одна проходка понадобится. Давайте, наверное, еще прожмем мини-пеку. И когда у соперника, блин,
такие вот молнии, то фактически я и ведьму не могу выпускать, ребята. Фактически я не могу выпускать ведьму. Так, надо ставить еще раз нам голема срочно. Давайте, поехали, ставим голема. Скины на вышку, честно говоря, ну, не знаю, мне кажется, что есть намного более классные скины. Мне даже вот этот фиолетовый нравится, который выдали за какой-то 2000 уровень, или как там сказать. Так, тут давайте прокидываем Ронина. Хотелось бы, чтобы он потратил молнию. И только после этого выпускать ведьму. Хотя, смотрите, какая у нас тут толпа. Прожимаем мини-пеку. Давайте тут скинем лозу, оно молния попадет. Нет, вот оно, ребята. Молния он не попал. Потому что ведьмы здоровья было маловато. Так, ведьма до сих пор живет. Очень такой на сложный поединок. Крутимся до эволюции дракончика. Эволюции ведьмы мы слили. Так, сейчас, наверное... Давайте просто голема поставим, все. Было много вариантов, что нам делать. Я просто решил поставить голема. Сейчас я ведьму скину, он сразу молнией все накроет, поэтому я не знаю, стоит ли ведьму ставить. Ну, а что нам делать? Пусть кидает молнию. Так, ждем его молнию. Тут мини-пеку. Тут давайте еще даже дракончика. Да, молния полетела, но мини-пека живет. Сейчас будем ставить голема. Есть у нас шанс такой неплохой на контратаку. Давайте тут все это лозой накроем. Вот такая у нас классная лоза. Получилась просто не лоза, а лазанья. Так, давайте еще тут мини-пеку. Ну, по-моему, поплыл соперник немножко. Давайте дракончика. Просто все подряд подкидываем. Лоза. Давайте мини-пеку прожимаем. Блин, он держится, капитально держится. Молния полетела. Но мини-пека, сделай тычку. Ну, хотя ладно, это в любом случае, блин, победа. Но вы видите, какая тут просто жесть происходит. Так, два фланга перекрываем Рониным. Как раз в этом поединке Ронин нам сильно не пригодился. Но все равно он получше, чем боевая машина. Ой-ой-ой, кстати, по левой стороне урон прошел такой от кабана. Я даже не заметил, как урон прошел. Ну ладно, выиграли первую каточку. Но, блин, это, конечно же, просто какая-то жесть. Так, поехали дальше. Нам еще куча побед надо сделать. Да даже если мы не возьмем абсолюта, то, в принципе, не страшно. Просто пофанимся, просто получим удовольствие. Давайте ставим ведьму. Я вначале, опять же, просто восхищался этой декой. Но сейчас, конечно, уже немножко уже другие у меня эмоции. Понимаю, что все не так просто. Так, ставим голема. Я что-то не хочу, блин, ждать, пока до эволюции прокручусь. Буду вот так вот нагло играть. Буду идти на всевозможные размены. Так, давайте тут миньончиком скинем. Скорее всего, это будет размен по сторонам. А для этой колоды размены по сторонам — это самый кайф. Так, нам нужна срочно мини-пека. Срочно мини-пека, ребята. Все, вставляем мы ее сюда. Давайте... Так... Блин, неприятно. Давайте мини-пеку прожимаем. Ой-ой-ой, не успели прожать. Жесть, конечно. Фух. В начале, когда вышла геройская мини-пека, я ее настолько обожал. Я просто почти в каждой каточке играл именно с геройской мини-пекой. Она так разматывала. Но потом, конечно, ее ухудшили. Сейчас геройская мини-пека уже не та. Я полностью в один период от геройской мини-пеки отказался. Но сейчас я попробовал, и реально, блин, сколько было раз, что я там делал мини-пеку 20 уровня, 21-го. И она доходила до вышки, просто разматывала соперника. Чисто одна мини-пека. Ну и лоза, если еще будет сверху. Так, а вот сейчас, кстати, давайте над принцем поиздеваемся. Вот для этого нам и нужен Ронин. Смотрите, как он просто поиздевается над этим бедолажным принцем. Принц есть, принца нету. Все, до свидания. Надгробие, ну... Я не знаю, зачем ты надгробие поставил в такую позицию, братан. Это... По мне глупо так надгробие ставить. Так, ведьма должна нам помочь размотать принца. Точнее, колдунчика. Накинулся он на нашу ведьму, пытается ее устранить. Но смотрите, ведьма живучая, хилится, молодец. Подкидываем дракончика. Пошел у нас наконец-то разнос. Все. Надо этого соперника выносить. Сейчас желательно на трешку. Давайте тут еще мини-пеку подкидываем. Пошла у нас жара. Сейчас он надгробие попытается воткнуть. Так, миньончики. Прожимаем, конечно же, мини-пеку. Я хочу трешку, потому что после прошлого поединка
Я что-то озверел, мне хочется трешку. Блин, он защитился каким-то чудом. Так, лоза. Блин, что ты такой живучий, братан? Все, вынесите его нафиг на трешку. Все никак не могут его вынести на трешку. 659 хп. Держится пацан из последних сил. Сейчас он свой шарик закинет. Давай, закидывай свой шарик. Ладно, не хочешь? Тогда мы ставим Ронина. Ронин должен зарешать. А ну, Ронин, покажи. Ну, кстати, блин, когда бежит бешеная толпа, Ронин не решает. Вот в чем прикол. Я что-то думал, что Ронин даже толпу может законтрить. Допустим, идет на нас принц, там Пека. Я думал, что одного Ронина ставишь, и он все это дело законтрит. Но нет. Он как бы по одной цели, оказывается, бьет только Ронин. И если несколько жирных юнитов на Ронина пойдет, он, короче говоря, не справляется. Вот в чем прикол. Я вот это не знал. Просто у меня была в одном поединке такая ситуация, что соперник поставил там, по-моему, Пеку и главную бандитку. Я выпускаю одного Ронина навстречу с полной уверенностью, что он все это дело законтрит. А Ронин не справился, потому что пока он по одной цели бил, там какая-то другая цель его нафиг размотала. Ладно. Пока что у нас старт поединка тут неплохой. 2 победы. И старт ролика неплохой. Хотя уже у нас середина ролика. Комбинация ведьма плюс Ронин тоже должна решать. Сейчас бы еще тут лозу накрыть этих разбойниц лозой. Но Элика не хватило. Короче говоря, классный Ронин юнит. Потратил я кучу алмазиков, чтобы его прокачать, но вообще не жалею, потому что это реально имба. Скорее всего, в следующем сезоне Ронина будут ухудшать. Есть такие ощущения. Хотя, блин, ну не такой имбовый. Вот иногда бывают намного имбовее юниты выходят, или эволюции, или герои. Вот. Вспомните, я не знаю, кого там вспоминать. Ну, герой мини-пека вначале тоже было мега имба, его там ухудшали. Герой гоблины тоже было мега имба. Ну, Ронин это сильный юнит, но я не сказал бы, что это супер-пупер мега имба. Так, грамотно мы поставили ведьму, чтобы она подключилась к атаке. Сейчас, наверное... Давайте тут просто скинем лозу. Тут, наверное, скинем вот такую вот бочку. Все. И нам нужен эликсир на дракончика. Вот бесит, что немножко эликсира частенько не хватает. Так, ну это нормально, ребята. Пошел у нас разнос. В принципе, наконец-то я возвращаю свою форму, потому что, как я говорил, у меня был такой тильт. Даже в один период у меня было где-то 5 поражений подряд с этой декой. Наконец-то я набираю обороты. Так, 3 победы подряд. Играем дальше. Поехали в следующую каточку. Посмотрим, кто нам еще тут попадется. Интересно, конечно, будет попробовать Ронина в других деках. Я видел, что там его с мортирой берут. В принципе, он много с чем сочетается. И с мортирой, и... не знаю, с кем он еще может сочетаться. Да, в принципе, даже с какой-то быстрой колодой, почему бы и нет. Так, он скинул яд на ведьму. Скорее всего, это кладбище, есть такие ощущения. Ведьма от яда выживает, но не сильно. Да, это очень сильно похоже, ребята, на кладбище. Поэтому для кладбища нам нужны миньончики. Желательно миньончиков не сливать, потому что они, именно миньончики, нам помогут его законтрить. Если у него будет надгробие, это, блин, Габелла, ребята. Я бы не хотел надгробие тут видеть. Так, ой-ой-ой, мини-пеку мы не успели прожать. Вот это плохо, ребята. Так, на гоблина мы ничего не будем кидать. Дракончик сделал решающую тычку. Давайте тут поставим Ронина. Вот этот Гоблинштейн, кстати, что-то меня так подбешивать стал. Он мне уже пару раз попадался, я ему даже проигрывал, этому Гоблинштейну. Так, нет, это бур, кстати, ребята, это бур. Я думал, что это кладбище, нет. Возможно, это получше. И я хочу сказать, что дека у нас классная, понятное дело. Но зачастую я проигрываю декам с эволюцией Электродракона. Вот если у соперника эволюция Электродракона и, допустим, еще какой-то вышибала, то там вообще практически шансов нет. Вот такие вот колоды, где есть Электродракон плюс вышибала, плюс какая-то целительница, блин, мы там просто отлетаем. Где пламенные драконы есть. Вот почему-то против этих вариаций я ничего не могу сделать. Давайте ставим Ронина. Сейчас нам надо пара голема выпускать.
Пора выпускать голема. Бур мы будем контрить чисто одной бочкой варварской. Я думаю, что этого будет достаточно. А ну, гоблина практически убил. Гоблина. Давайте вот такую скинем варварскую бочку. Немножко запоздалую, но эффективную. Так. Поехали в атаку. Надо... Надеюсь, что у него молнии нету. Хотя, может быть, такой сейчас сюрпризик. Он молнию воткнет. Так, давайте на... А, это у него яд. Блин, я уже просто столько каточек сыграл сегодня, что я там уже не помню. Яд у соперника, молния. Просто бесконечный поток каточек этих идет, и все. Я честно там сильно не запоминаю. Так, мини-пеку. А что мы мини-пеку не прожали? Мы пытались ее прожать, но не получилось. Мы проигрываем. Очень все неприятно для нас складывается. Эволюция бура. Яд сразу полетел. Давайте еще дракончика воткнем. Иногда как будто бы этой деки не хватает какой-то мощи в атаке. Я не знаю, вот почему. Ронин молодец, дошел, сделал 2 тычки. Ставим голема, ребята. По сути, у нас последний шанс. Вот надо именно с этой проходки соперника размотать. Если мы сейчас его не размотаем, то может все для нас печально закончиться. Давайте тут миньончика подкидываем. Ну, блин! Ребята, блин. Я даже не знаю, что говорить. Шли так хорошо. И там что-то такой урон пошел бесконечный. И все. Я просто помолчу. Просто помолчу. Может, какое-то чудо произойдет. А ну-ка. Чудо произойдет. Мини-пека сделает тычку. Просто сотвори чудо, брат. Нет, ребята, блин, это поражение. Это поражение. Я не знаю, ну просто какой-то мощи этой колоде не хватает. Вот и все. Вот раньше, когда я играл с этой декой, только с боевой машиной, когда я ставил голема сзади эволюцию ведьмы, эволюция дракончика, то все это было гарантированная минус башня. Или даже минус трешка. Вот просто комбинация голем, эво-ведьма, эво-дракончик. Это гарантированно минус башня раньше была. Все. Сейчас почему-то эту комбинацию стали контрить. Так, скидывает он молнию. Ну, смотрите, молния ему не помогла, что Ронин сделал. Ронин принца с одной тычки размотал. Вот опять этот пламенный дракон попадается. Скорее всего, у него еще эволюция пламенного дракона будет. Ну, понятное дело, что эволюция дракончика уже не так хороша, как раньше. Просто. Раньше под эволюцией дракончика голем все сметал на своем ходу. Сейчас не то пальто. Но все равно как-то, ну, как-то слишком все ухудшилось чересчур. Так, снова против нас электрогигант. Это будет очень жесткий поединок. Давайте тут, наверное, скинем вот такую вот лозу, чтобы мини-пека там немножко пошалила. Оно мини-пека. Мини-пека молодец, все. Так, тут ставим Ронина, тут ставим дракончика. Возможно, он скинет свою молнию, да и пусть скидывает. Да, молния полетела, в принципе, нормально. Зато мы сейчас ведьму выпустим. Все, я ставлю ведьму. То есть понятно, что эта дека уже не играет, как раньше. Эволюция ведьмы тоже намного хуже. Эволюция дракончика хуже, чем раньше. Лоза хуже, чем раньше. То есть вот так вот в тупую, простой, одной проходкой соперника не снесешь. Просто. Надо как-то более хитро играть. Так, молнию у него более... По-моему, молнию он потратил. Поехали, ставим ведьму. Он перекрывает фланг своим электрогигантом. Так, подкидываю мини-пеку. Сейчас, скорее всего, молния пойдет. Тут нам нужна лоза. Так, хорошо, лоза есть. Так, но это не очень хорошо. Он скинул все равно молнию. Так, подкидываем тут Ронина. Ну что, Ронин, покажи, на что ты способен. Размотай хоть кого-то. Так, гоблина размотал. Принца не размотал. Пока что выигрываем. Молнии у него, по-моему, нету. Да, молнии у него еще в цикле нету.
И давайте... Так, тычки нету, хорошо. Ставим голема. Ну, соперника контра, можно даже сказать. Больше шансов на победу у него. Скидывает тупые молнии свои. Ну, скидываем лозу. Мини-пека воскресает. Эволюцию пламика надо убить. Так, ребята, эволюцию пламика надо убить. Сливаем мы. Блин, вы видите, какой бред? Он просто ничего не делает, и это почти минус вышка. Я не знаю, как играть, как брать этого чемпиона абсолютного. Я просто в шоке, я просто в шоке. Просто это какая-то контра, и шансов тупо нету. Это просто, ребята, бред какой-то. Так, друзья, ну давайте хотя бы напоследок один разок выиграем. Я не знаю, честно говоря, я разочарован. Я разочарован. Не сказал бы, чтобы у меня были такие прям огромнейшие ошибки. Ну как-то очень сложно. Не получается никого продавить, вот и все. И соперники ничего выдающегося не делают. Я особо ошибок не допускаю. Но почему-то вот тупо не действует этот дек, и все. Надо либо полностью перекраивать эту колоду с големом, либо вообще играть без голема, я не знаю. Ну, Ронин хорош, к нему претензий нету. Но что-то здесь не то. Это, блин, для меня прямо загадка. Так, поставил он мортиру, есть шанс его продавить. Так, давайте. Нет, я думал мини-пеку прожать. Это мортира, пренеприятнейшая дека. У меня как раз прошлый видос был про мортиру, но там была немножко у нас другая вариация. Давайте вот такую вот лозу тут скинем. Хорошая лоза, по всем попал, хотя было это сложновато. И против этой мортиры желательно варварскую бочку хранить только на бочку со скелетиками. Потому что когда он прокрутится до эволюции бочки со скелетиками, мы просто никак не защитимся, кроме варварской бочки. Если у нас ее не будет в цикле, мы проиграем. Так, сейчас крутимся до эволюции дракончика и будем ставить голема. Все, ну, испоганили мне, честно говоря, немножко так настроение. Как раз вот этой с повозкой с пушкой Ронин и не справляется, ребята. Сильная карта, но с повозкой с пушкой Ронин не справляется, к сожалению. Так, ставим мини-пеку. Мини-пека нас немножко так подвела. Давайте тут скинем просто лозу такую. И будем ставить голема. Вот умышленно не сливаю варварскую бочку. Да, кстати, пусть он вышку забирает. Все, пусть забирает. Просто. Что тут делать? Просто буду ставить голема. И вот сейчас мы проверим, действительно ли атака голем с двумя эволюциями уже не работает. Или она все-таки вот работает. Вот просто идеальную атаку выстраиваю. Смотрите. Голем. Эволюция ведьмы у нас идет. Эволюция дракончика. Ну что тут? Что тут может соперника спасти? Мини-пека. Герой мини-пека. Что этого соперника может нафиг спасти? Что его может спасти? Вот сейчас мы проверим. Какой-то там спам накидывает и хочет спастись он, я не понимаю. Но это будет просто скам, если мы сейчас ему вышку не снесем, ребята. Это будет просто какой-то мега-скам. Снесли вышку. Но с каким трудом? Но это реально какой-то бред. Вот как мы какой-то спам глупый не можем разнести в щепки с такой колодой? Вот как? Раньше я просто выносил с одной проходки вот такие вот деки. Когда у меня была боевая машина. Просто. Сейчас все как-то по-другому стало. Вот я до сих пор не понимаю, что так изменилось. Ну, ухудшили ведьму, но не настолько же критично. Так, давайте ставим тут Ронина. Вот смотрите, вот она полетела, эволюция на бочку со скелетиками. И наш единственный шанс, бочка варварская. Так, защитились, нормально. Так, нам надо прокрутиться до эволюции дракончика и будем атаковать. Я просто злой сегодня, как собака. Давайте ставим дракончика.
Ставим Ронина. Лоза. Ронин, давай, убей эту мортиру, пожалуйста. Все, убил, молодец. Но тычку, блин, пропустил. Убил, но тычку пропустил. Так, сейчас будем ставить голема. Все, последняя у нас решающая, самая главная проходка. В этом ролике самая главная проходка. Все. Ставим ведьму. Поехали. Вот опять же, ну как? Сейчас такой мега мощью мы его разве не продавим? Да я не верю в то, что мы его сейчас не продавим. Это что за чудеса, если мы его сейчас не продавим? И почему ведьма так быстро отлетела? Вот почему ведьма так быстро отлетела? Эх, ладно, сейчас он закинет свою последнюю атаку. Пытаемся выжить. И походу мы все-таки выжили, но я очень недоволен. Я очень недоволен. И своей игрой, и с этой колодой. Вот просто не понимаю, что с ней не так. Абсолютного чемпиона мы, естественно, не взяли. Ладно, друзья, спасибо вам за просмотр. Всем пока, удачи. Буду думать, что делать дальше. А что еще мне остается?